Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие зрители! Приветствуем вас на канале Аутентичный. Да, с вами сегодня Валерия и Тата. И сразу лайки, 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 подписки, подписки, подписки. И И комментарии. комментарии пишите. Вы можете сразу писать, что вы думаете про эту группу. Ставьте, пожалуйста, ей оценку по шкале от 1 до 10. Мы будем очень рады. А сейчас мы немножко вам расскажем новостей. Да, в общей сложности 217 песен претендуют на то, чтобы представить Эстонию на Евровидении в 2023 году. Из 217 песен 92 на эстонском, а 125 других на других языках. Вообще, это представляете, как люди стремятся попасть на Евровидение, как они хотят. Эстония, маленькая страна, и 217 песен хотят попасть на Евровидение. Как сложно победить в таком отборе. И что интересно, сказано, что на других языках. На других языках это на каких они еще языках хотят петь, кроме английского и эстонского? Ну, еще, значит, уже точно Европейский вещательный союз объявил, что 37 все-таки будет участвовать в Евровидении. Определились. Так, и, значит, еще у нас интересная новость. Греция заявила, что они больше не будут брать представителей из Кипра, так как у них несколько раз киприоты выступали, Грецию представляли. Теперь они не хотят, как Кипр же всегда отдельно выступал. Вот. Ну, давайте теперь поговорим о Латвии, что до 2023 года Латвия участвовала в конкурсе песни 22 раза с момента своего первого участия в 2000 году. И Латвия выиграла конкурс всего один раз, но зато выиграла в 2022 году с песней «Айвона» в исполнении Марии Н. А после введения полуфиналов, в 2004 году их ввели, Латвия смогла пройти финал только с 2005 по 2008, то есть 3 года она проходила финал. А с 9 по 14 они 6 лет подряд, ну, никак не могли пробиться в финал. Но и только с 2015 и в 2016 они вышли в финал. И далее, с 17 года они этого не могут сделать, хотя заявки у них были достаточно сильные каждый год. Я Да. смотрю, мне они всегда нравились, и мы на них снимали реакции, вот даже последние 3 года. И даже в прошлом году они также не смогли выйти. Ну, это непонятно. Для нас это очень удивительно. Вот, на самом деле. Ну, вот еще мы хотим вам сказать, я вот хотела вам, зрители, сказать, наши дорогие, чем примечателен наш канал и почему вы должны на нас подписываться и смотреть нас, потому что на нашем канале всегда говорится только правда. Никакой лжи, никакой лести вы не услышите здесь. И мы не будем улыбаться по всем заявкам и говорить: «Ой, как круто! Ой, как хорошо!» Только для того, чтобы угодить представителям этой страны. А какой смысл? Это неинтересно. Но мы будем говорить: «Хорошо, хорошо», но вы тогда не узнаете истинное, настоящее мнение про вашу песню, а потом будете удивляться, почему за нее никто не проголосовал, и будете думать, что была фальсификация на голосовании. А на самом деле, возможно, песня была не так хороша. Ну, а Латвию на Евровидении представит группа Sudden Lights с колыбельной. Песня «Айя». Да, какая-то, ну, колыбельная, она как-то навевает уже сразу тоску. От слова только колыбельная. Да, 10 участников боролись за возможность представлять Латвию на 67-м международном конкурсе Евровидения в Ливерпуле.
Победитель был определен зрительским голосованием 50% и 50% жюри. И группа Sudden Light возглавила латвийский Spotify на следующий день после финала. Ну, это что-то да значит. Эта инди-группа основана в 2012 году в Риге, и она постоянно участвует в конкурсах. Это группа ходок по конкурсам. То есть группы, которые занимаются творчеством и, концертами, записью альбома, а эта группа очень любит ходить по конкурсам. Ну, есть такие представители в музыкальных кругах, ну, видимо, Ну, они хотят себя пропиарить, почему нет? пиар, но кто-то и так пропиарен и без этого, то есть им достаточно, зрителей, а они вот, ну, видимо, им не хватает. Ну, давайте послушаем. Давайте. А вдруг они нас удивят? Вот последнее уже несколько заявок нас удивило, хотя мы не ожидали от некоторых. You said some words, didn't hear you fall. Уже Мгм. People were talking louder from my TV. Звуки интересные, но мне прямо даже не зацепил его голос. Heard them scream. ну, голос такой приятный. Мне кажется, он слабый по сравнению с музыкой. Это всё-таки, ну, видишь, такие аккорды у них, ну. Но это же инди-рок. А мне кажется, интересно. Нет, музыка очень интересная. Мне кажется, его голос не вытягивает. Но это совсем не похоже на колыбельную песню. Это просто так называется, видимо. You see, I think I don't believe in Но это такая более серьезная музыка. Я думаю, она может понравиться многим. Сама музыка, она понравится. Но вот он когда в куплетах, он очень слабо поет, что музыка перебивает его голос. То есть как будто вообще нету человека. Когда припевы, да, он берет сильные ноты, все хорошо. А в куплетах Ну, вот у них идет мощная игра на инструментах, но на Евровидении на инструментах играть нельзя, поэтому там только имитация будет. вот припев хороший, а куплет прямо, я не знаю, его голос теряется среди этой музыки. Вот смотри, мне сейчас такое ощущение, что у них больше энергии, чем они ее выдают. То есть Возможно, да, да. вот смотри, изображение энергии очень мощное, а в голосе ее не чувствуется. Я про это и сказала же. Я же Да? про это и говорю. Что музыка мощнее, чем его голос. Ну и мощнее их действия, движение на сцене, чем сама подача в голосе, скорее всего, вот так. Вот сейчас, когда музыка стала тихо играть, и вот они стали гармонировать. А Так. когда музыка перекрывает твой голос, Да. То есть не хватает, мощи, да, нет, получается? мощь у него есть, он в припеве мощно поет. Вот сейчас тихо музыка, он нормально поет. А именно куплет проблема, он не может, нету унисона голоса, его звук и звука. Нету унисона никакого. Ну вот сейчас в конце классно было, согласись. И в конце классно, и припев классный. Мгм. А куплет сам, он как будто не дотягивает до музыки в куплете. Не может ее почувствовать. Мгм. Так-то она прикольная, классная, музыка интересная. Голос мы увидели в припевах сильный. Он может чувствовать музыку, мы увидели в конце, но в припеве какая-то лажа, мне кажется. Что-то там не хватает чего-то. Работать надо. Да. Ну, не сказать, что какая-то плохая заявка или что-то. И я думаю, что будут и хуже заявки, согласись. То есть, Да, нет, это интересная заявка, она прикольная, если вот доработать куплет, с голосом именно его поработать в куплете. А так, в принципе, интересно, и то, что это такие очень странные звуки, как инди-рок, это очень прикольно, это очень классно, добавляет энергии, но вот есть один момент, который нужно доработать, на мой взгляд. ну, в целом плохо, и мы очень рады за Латвию и надеемся, что в этом-то году они точно пройдут в финал.
Да, желаем им удачи. И вы пишите, как вам такой стиль музыки нравится. Что вы вообще думаете по этому поводу? Ставьте лайки, подписывайтесь и не забывайте колокольчик. И Так, всем пока! так, Валер, у меня это